Братишка, ты можешь этого не знать, но вокруг ходят ведьмы, которых ты не видишь, потому что это невидимые ведьмы, и они могут откусить тебе жопку. Единственный способ от них защититься — это лайкнуть мое видео, подписаться на мой канал, и написать в комментариях, какая я умная, красивая. А иначе они укусят твою жопку, да? Казалось бы, такая примитивная манипуляция сейчас никого не удивит и не убедит в том, что ведьмы и правда ходят. Про охоту на ведьм слышали все. Нужно быть, наверное, совсем тупыми, чтобы на такое повестись. Но вы удивитесь, насколько это эффективная стратегия. Охота на ведьм — это финал процесса, именуемого моральной паникой. А моральная паника — это когда кто-то очень-очень претендует на моральный авторитет. Приходит и говорит вам, как делать можно, как делать нельзя, а вы слушаете, хлопаете глазами, киваете и программируетесь как прям биоробот или, я не знаю, заводная игрушка, что он скажет, то вы и сделаете. Такие самопровозглашенные моральные авторитеты, которые раздувают моральную панику, потому что, конечно же, кругом столько опасностей, и только они могут вас защитить. Вот вы-то и не знали, что это может сделать вам что-то нехорошее, а вот он сейчас вам перстом своим укажет на ведьму, и тут-то вы на нее накинетесь, и все, и будете потом в безопасности. А вот если бы не он, вы бы были в опасности. Поэтому надо отдать ему всю власть, все деньги и забивать камнями, на кого он укажет пальцем. Это называется моральная паника. Квадруберы, я не знаю, эмаготы, антифа, кто еще там есть у нас? Выберите, кто вам не нравится. Веганы, анимешники. Начинайте всем говорить, какие они на самом деле опасные, как они прячутся под каждым кустом. И вот-вот, еще чуть-чуть, и устроят прям падение неба озимь. И только вы можете всех спасти, поэтому нужно срочно организоваться, выбрать вас лидером какой-нибудь очень важной организации, знаете, 40 сороков, чернорубашечники, русская община, наши, ваши, ихние войны, зов народа и прочие прелести мизуринщины. Кстати, вот Мизурина, я не хотела до последнего ее вспоминать, но это королева отечественной моральной паники, которая буквально делает на этом карьеру. И, конечно же, мир не без добрых людей. Все прекрасно понимают, что это, кроме тех лохов, которые ведутся на этот развод тысячелетней давности. Если хоть кто-то, хоть немножко, одним мизинчиком окунулся в политику, допустим, человек в дворовом чате, или в домовом чате, или в каком-нибудь ТСЖ, то вот этот сладостный, манящий фрукт моральной паники просто маячит перед глазами, не дает этому человеку спокойно спать. Так и хочется кого-то в чем-то обвинить, выставить себя спасительницей и организовать вокруг себя святую инквизицию, чтобы забрать себе как можно больше внимания, власти. И все это всегда под очень благими намерениями. Ну что ж, я думаю, это уже тавтология, не буду пережевывать одно и то же, все уже поняли. И единственная причина, по которой я это говорю, это черный Снейп. Видите ли, в черном городе, в черной ночной Африке есть черный театр.
И в нем черные актеры играют пьесу. И в ней все актеры черные. И Ромео черный, и Джульетта черная. А на роль Отелло позвали китайца, чтобы поржать. Но почему-то никто из нас об этом не задумывается. Всем плевать. Никто не исходил ядом в Ютубе или где-нибудь еще из-за того, что Гермиона в первой экранизации Гарри Поттера была сладкой девочкой Эммой Уотсон, а не заморашкой и злюкой, как в книгах. Но вот не должна она быть по канону привлекательной, да? Не должна, но почему-то кто-то особо не протестовал против этого. Пытались там что-то бузить на Генри Кавилла, когда он играл Ведьмака, мол, должен быть какой-то тощий, несчастный, побитый мужичок с завода, жилистый. А вы вместо мастера тэквондо нам присылаете какого-то бодибилдера-мутанта. Но далеко это не ушло. Все это и многое другое. Все это стандартный эффект моральной паники, попытка что-то раздувать на пустом месте, попытка присвоить себе вашу агентность и стать моральным камертоном, лидером морали и властителем судеб. То есть какие-то очень-очень никчемные люди, очень несчастные пытаются громкими криками, что что-то не так, что-то не то, и вот они-то знают, как правильно, а вот остальные не знают, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, присылайте им там что-нибудь, организуйте вокруг них политическую партию цветной дифференциации актеров, которая начнет в театрах с черепанеркой выбирать на роли, там, кто подходит, кто нет, а не по таланту. И, естественно, ни о какой свободе режиссеров и прочих драматургов не может идти речи, потому что, зачем? Пускай вот берем нейросеть и загоняем в нее книжку, и она идет построчно, все как там описано. Голубые глазки, нарисует голубые глазки. Где улыбку надо, улыбнется, где грустить надо, загрустит. Режиссеры, актеры, их всех, они не канон. И тут возникает вопрос, что за абсурд? Коллективное искусство, синкретические всякие театры, оперы, фильмы, они не книги. Это очевидно. Я об этом уже говорила. Что это такое? Это все равно, что жаловаться, что мороженое клубничное на вкус не как клубника. Оно никогда не было как клубника. Оно сладкое и нежное. А клубника, она вообще-то кислая, если кто не заметил. Сладкая клубника бывает реже, чем кислая. Но и то, даже тогда она кисло-сладкая. Если клубника будет слишком сладкая, тоже будет не клубника, она вам не зайдет. Хорошо, земляника бывает сладкая. Но фишка в том, что клубничное мороженое на вкус не как клубника. У него другая текстура. Его даже жевать не нужно. Компот яблочный, он на вкус не как яблоки. Он даже на вкус не как вареные яблоки. А почему вот это вот буквальное пристрастие к какой-то буквальной идеальной платоновской вселенной, какой-то нездоровый перфекционизм, чего это он так популярен, так громок и заметен? Дело в том, что нет, конечно нет, это абсурд, никто так на самом деле не думает. Весьма очевидно, что у фандомов есть фанаты, аудитория, которая хочет еще. Вот вы посмотрели Гарри Поттера, вам понравилось, вы хотите еще, а больше нет. Почему-то Милдред Хаббл вы смотреть не хотите, наверное, потому что она девочка. И потому что у нее проблемы, такие, знаете, несерьезные, детские. Зря, посмотрите «Худшую ведьму», особенно 2014 года. Прекрасная вещь, у меня даже видео про это есть. И вместо того, чтобы искать что-то новое и читать какие-то другие книжки, намного проще почитать готовый контент, вроде фанфиков, допустим, или попросить нейросеть сгенерировать продолжение, как вариант. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.
I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo. Но слаще всего это обсуждать фандом с друзьями. Какое у них мнение, что они заметили, чего вы не заметили. А может быть, откроется какая-нибудь интересная штучка под новым углом, и вы чувствуете соучастие в комьюнити. У вас есть единомышленники, вы прям, красота, часть чего-то большего. Да, прям как в Средневековье. И вот вы заходите на YouTube, и там можно, вместо того, чтобы обсуждать с кем-то живым, кого-то живого найти трудно, чтобы эти люди вас терпели. А там вам будет красивая девочка или красивый мальчик рассказывать своим красивым ртом, что они думают про фандом, обсасывать, что если все это сон собаки, вот все персонажи умерли, и все это им снится, или что на самом деле хотели сказать вот этой вот летающей свечкой, видите, они выстроены в ряд, если их посчитать, то будет каббалистическая цифра, и вот сейчас мы все проанализируем. Короче говоря, высасывают контент, а вам это и надо. Вы вот за этим туда и пришли. Вместо того, чтобы послушать лекцию о, скажем, экономике, о том, что пенсионная система в современном ее виде вне социализма – это сетевая пирамида, и что накупить облигаций какой-нибудь Германии, например, сильно-сильно надежнее и выгоднее, чем уповать на пенсионную систему. Но вам не дадут этого сделать. И это сделано нарочно. Ха-ха-ха. Извините, отвлеклась. Вот же вместо лекции по чему-то важному, например, как сажать особо плодородные сорта помидорчиков. Вот, потому что это же не так интересно. Помидорчики в воображении сажать никто не хочет, а с волшебной палочкой бегать все хотят. Вместо этого смотрите вот эту хренотень. Теперь берем контент-слоп, который никакого интеллектуальной нагрузки не несет, а удовольствие доставляет. Всем понятен, всем прост, и детям, и старым детям. Берем моральную панику, которая тоже все ее так любят. Вот поискать ведьму в очередной раз, послушать какого-нибудь авторитета, прикинуться, что жизнь не хаотична и вам ничего не угрожает. И ляпав вместе все идеальный рецепт. Контента просто. Я один раз посмотрела трейлер нового Гарри Поттера от HBO. И теперь вся моя лента засрана провоками, у которых горят пуканы от того, что Снейп, видите ли, черный. То есть, если сделать черного персонажа белым, понабегут розово-подмышечные, зеленоволосые феминистки начнут жаловаться, что культурная апроприация, отмывание вайтвошинг, ссылаться на практики Голливуда 50-летней давности, о которых уже никто на практике особо-то и не помнит на самом деле. Если сыграет черный персонаж белого, понабегут всякие провоки, причем псевдопровоки, потому что на самом деле они живут внутри социалистической инфраструктуры с бесплатной медициной, скорее всего. И придерживаются весьма либеральных взглядов, то есть они не хотят, чтобы отец и не властвовал, и у государя была над ним абсолютная власть, они в армии-то, скорее всего, не служили. Псевдопровоки. Но им нравится вот себя представлять каким-нибудь офицером с французской булкой, что девки без прав там из рассказа служанки вокруг него в гареме пляшут. Power fantasy, а не жизнь просто. И начнет жаловаться на, сами знаете что, на то, что вот... А на что? Он же не может напрямую сказать, что он расист. Он будет выдумывать типа: ой, не соответствует книжке. Не как в книжке все плохо, а вот как в книжке хорошо, чушь собачья. Как же? Гермиону тогда и исправьте, вот знаете, как Джордж Лукас исправляет свои «Звездные войны» периодически, берет их, переделывает, заново публикует. Давайте тогда возьмем Гарри Поттера, сделаем из Гермионы заморашку, как положено, и вы будете наслаждаться, а? Хотите так? Нет, а что ж такое? Что ж такое?
И не то, чтобы эти ютуберы реально были расистами. Они просто хотят вашего внимания. Они просто хотят, чтобы какие-то наивные люди, у которых нет внутреннего стержня, которые ищут себе авторитет и не могут его найти, заходили к ним, слушали их мнение и говорили: «О, да, мой господин, вы так правы, вы такой умный, вы такой красивый. Я согласна со всем, что вы говорите, давайте я вам задоначу. Станьте моим президентом, основуем либералистическое государство где-нибудь в море, где ни у кого не будет никаких пенсий, страховок, и все будут вашими рабами». Вот что-то такое. Они хотят этого всего себе, и я их прекрасно понимаю, но согласиться не могу, я не такая, нет, извините. Лично я очень хочу, чтобы Волан-де-Морта в новом сериале от HBO сыграл Пи Диди. Но знаете, такой Пи Диди, у него еще жена Бьянка Цензоре, было бы вообще прекрасно, если бы она сыграла или маму Гарри Поттера, Лили Поттер. Чтобы вообще людей раскорёжило окончательно, чтобы так бомбануло, чтобы ни один не выжил. Или Белатрису Лестрейдж. Еще я бы хотела, чтобы абсолютно все пожиратели смерти были черными. А в конце, чтобы появился Дональд Трамп какой-нибудь и сказал, что давайте make Wizarding World great again, сделаем волшебный мир снова великим, и призвал зрителей вербоваться в армию, чтобы идти воевать с пожирателями смерти. Потому что тогда сначала бы бомбануло у провоков из-за того, что там все черные пожиратели смерти, потом бомбануло бы у леваков из-за того, что это расизм и что там Трамп. И в итоге все бы бегали с горящими жопами, это было бы просто мечта, моя мечта, просто сколько контента было бы. Я бы уже устал палец нажимать, не рекомендовать видео этого канала. Мне это не интересует. Простите. Не выдержала. Ужас. Все, спокойно. Вот что бывает, когда я импровизирую. Все надо по сценариям делать, а не вот эту воду гнать. Ладно, не тури меня. Я смотрю видео на ютубе. Тизер только вышел, еще даже не трейлер. То есть в трейлерах обычно спойлерят сюжет. Для того, чтобы очень странные граждане с умственной отсталостью, знаете, не ходили в кинотеатры на то, что не нравится. То есть, вот вы представьте, вы пришли на фильм, а там в конце не то, что вы ожидали. Ой, как же это так? Не то, что вы ожидали. Вы хотели, чтобы в конце была свадьба, а в конце похороны. Это же все. Ну как такое может быть? Нет, таких фильмов быть не должно. Вот для таких людей делают трейлеры, которые абсолютно все спойлерят, поэтому я трейлеры не смотрю. А тизеры — это другое дело. Тизер дразнилка, как стриптиз, раздеваюсь и дразнен. Может, это вырезать потом. Ладно, обойдутся. Все равно никто не смотрит, какая разница. В общем, я хочу сказать, что в тизерах не спойлерят обычно. Поэтому я посмотрела, там пара секунд всего. Ну хорошо, 15 секунд. И этого хватило, чтобы засрать весь интернет, весь ютуб этими кричащими людьми, которые очень хотят вашего внимания, ваших просмотров. Я могу понять шутки и мемы. Это весело, это остроумно. Но контент вот такой. Какой-то американец говорит, что «Ой, вот актер, он не виноват». Я не думаю, что это он виноват в том, что кастинг-директор и всякие большие начальники в Голливуде выбрали именно черного Снейпа. В конце концов, он актер, он работает, ему предложили самую важную и высокооплачиваемую роль в его жизни. Естественно, он не отказался. И сейчас все говорят:
Он мог отказаться. Он мог сказать «нет». Снейп должен быть белым. Ну, знаете, все это глупости. Если бы он отказался от роли из-за этих принципов, что Снейп должен быть белым, выбрали бы другого черного актера. Потому что это был конкретный выбор шоураннера. И актер, он не несет за это ответственности. Так что я не могу его винить. Но, тем не менее, это такая пассивная агрессия. Второй русский ютубер, видимо, посмотрел его ролик, решил тоже стать суперпопулярным. Но у нас другая повесточка. Надеюсь, он скоро придет. И он говорит... Да-да, не удивляйтесь. Актер не виноват в том, что подал свою кандидатуру на роль в надежде заработать несколько миллионов долларов и получить всемирную известность. Он не виноват в том, что не смотрел оригинальные фильмы, а папа утверждает именно это в этом интервью. Он не виноват в том, что своими руками создает конфликтную ситуацию, осознавая, с каким трепетом некоторые зрители относятся конкретно к этому персонажу. Виноваты они, аудитория, поклонники творчества Роулинг, да и сама писательница в том числе, но никак не он. И вот в этом контексте и при таком отношении актера к зрителю HBO выпускают трейлер. Вот в этом выпуске, который вы можете найти по ссылке в описании, я уже подробно рассказывал о том, почему Северус Снейп как персонаж никак не может быть сыгран темнокожим актером. Актер виноват, как он мог? Он должен был встать на кастинге и сказать: нет, Снейп должен быть белым. Не берите меня в актеры, я пойду работать плотником. И потом я растну. Ну, в общем, фишка в том, что... кто вы такие, двое хорошие, чтобы давать вердикты, кто в чем виноват? Кто виноват, кто не виноват? Вот, знаете, каждый раз, когда какой-то садист что-то хочет нехорошее сделать со своей жертвой и получить от этого удовольствие, этот садист использует моральное оправдание, что я тебя наказываю. Это наказание. Жертва, как правило, начинает оправдываться, хотя на самом деле наказывать-то нужно садиста, потому что это он нехороший, это он совершает гадость, а не жертва. Но логика, навязанная нам родителями, процессом воспитания, школой, всем обществом, она такая, что если тебя в чем-то обвиняют, вместо того, чтобы видеть все, каким оно есть на самом деле, ты сразу включаешь режим невинной овечки. Нет, я хорошая. Нет, я не такая. Я сделаю все, что вы хотите. Пожалуйста, наказывайте меня. Вот это все, раздвигайте булки. Поэтому я говорю, что ютуберы, которые говорят, что актер в чем-то виноват, в чем-то не виноват, они пытаются узурпировать вашу агентность и на фоне моральной паники стать мини-Мизуриной. Раздувают проблему из ничего. Они такие нехорошие, их нужно находить, ловить и мучить. И забирать все их лайки и подписки, отдавать мне. А найти их могу только я, потому что я самая экспертная. У меня есть диплом по мизуриноведению и медаль за самую лучшую, отважную охотницу на ведьм. Поэтому слушайте все меня, а их не слушайте. Как я придумала.